Опять Тимбер. Тимбер, Сау. Тимбер пила. Опять лаги. Какие-то реально космические лаги. Тимбер пила. Игра почему-то мне предлагает идти в физика. Серьезно, что ли? Уже куполы всякие. Шедриам. Реинкарнация. А, ну реинкарнация, ладно. Что-то я как-то не особо говорю желанием идти в физа. Ну его пофиг. Можно взять рент, конечно. Поискать гребаного мастера. Мастера фломастера. Хочешь не хочешь, он все равно тебя убьет. Как бы ты ни старался. Левая яичко. А где правая? Должно быть где-то правая. Пила теперь не дамажит. Ужас. Ужас. Хорош, хорош. Вначале побега, дождался фокуса и выебать, блять. Там этот баш сработал сколько раз? Давайте посмотрим. А, да, 2 раза. Ну ладно. Ну баш бьет больно, конечно. Пацаны, как думаете, кто выиграет? Ну ты, конечно. Да, по-любому. Верим в пенек. Взял зачем-то фокус, блять. Пенек проигрывает. Увы, пенек решил проиграть. Зря поверил в пенька. Макгрегор. Только МС Грегора. Хе. Че, Макгрегор пишется именно МС Грегор? Походу. Подожди, а что у него так хп изменилось? Я понял. Жестко, однако. Ну, здесь вряд ли, конечно, у него есть шансы. Хотя все возможно. Ничего себе там урон. Лол. Сгорел на работе. Бедный травоман. Ну да, правильно, зачем ставить вард? Вард для слабых. Взять хекс. Хекс хороший контроль.
Либо прирост силы компенсировать. Но я бы не согласился, что вот прям нужно это мне. В этом особого смысла не вижу. Хоть и даст мне неплохо так дэмэджа под устранение, но это мало. Лучше искать голема. Голем дает гораздо больше. О, дали стаки. Пойдет. Чё, я не Нела. Я не Нела. Через устранение. Мне кажется, лучше бы воина пошел. Ничего себе. Хорош. Ну, это, можно сказать, везение найти на ловкаче, Send-Shift. Плюс еще ульту Мерты. Он точно не любит ближника, он берет себе свечеру для того, чтобы бить сдалека. Логично. Мне кажется, нужна бабочка. Я еле-еле бью вообще. Да. А где твой дэмэдж? Внезапно появился. Вот же, блин, гад. Переиграл. Ну да, баш сквозь крутилку бьет и больно. Тем более у него скорость передвижения увеличена, а тут усиление за счет скорости. Множитель урона за скорость 40%. Подожди, было же не 40. И 40, было 35. Че? 40? Подожди. Множитель урона за скорость был 35, да, теперь 734 стал 40. Так это еще имбови стало. Вот почему корова такая бешеная. А талант ему не поменяли. Так понимаю, если они увеличили урон, значит талант должны были изменить. Потому что 40% базовый урон это слишком много. Бешеная корова. Да что за лаги? А такого я поставил. А, ну ладно. Правильно, баш его до смерти. Не сегодня. The next level play. А, лол. Прикольно там работает. Нормально. Я просто подошел, бах, и все. А, там ник героин, понял. И героин это замечательно. Овощи. Два удара, ё-моё. Чего, блядь? А я сильный. Блядь, какого хуя у тебя такой урон, блядь? Сам в шоке. Реально, что у тебя косарь урона? Да, косарь? Во, блин, я не знал. Я чуть не заметил, блин. Я просто пытаюсь понять, почему. Ну, поймешь, напишешь. Видите? Так, бля, а что это за веха, блядь, на косарь урона? Что это таких вех, блядь, не видел? Вивер выиграл, вы что, угораете, что? А, там 3-2-2. Понятно. Он сказал, так, ты там это... Дай мне чуть-чуть золота надо подфармить, хотя топ-2 по фарму.
А про что конкретно? Расскажи. Может, я не в курсе. Это уже нюансы. Нет. Забыл рейс включить. Я нубас. Просто подошел и исчез. Ой, левая яичко. Видимо, правого у него больше нет. Увы. Хороший урончик. Мне нравится. Так, 0.53. 0.75. 3.22 скорость. Почти сотку дает скорость атаки. Почти сотку. Жестко. Почему кастомки не грузят, не знаю. Ваншот. Нормально. А какие ты регаешь эти? Ну, сейчас, если, например, кто-то вышел, да, вот оно грузит, и кто-то вышел один. Хотя бы одного достаточно, чтобы он вышел, оно не загрузит. Нужно, чтобы все грузились, 10 человек. Только тогда загрузит. Но сейчас мы грузились, получается. Вроде была Западная Европа, загрузила быстро. Почему, непонятно. Странно, конечно. Вроде упрыгнул, но не хватило дальности. Все равно исчез. Замедляет передвижение владельца. Интересно. Вивер там бьет достойно. Прикольно. Подожди, а что у него? А у него воин скорость. 400 Винера. Ну тоже, да, вот зачем брать Винера на физике? В чем смысл? Для физа ты сильно не увеличишь урон вообще. По сути. Ничего такого. Дальность атаки позволяет. МКБшку даже купил против меня. Да вы что? Ой, не та книжка. Фига себе. Вампиризм, силач, вампиризм. Все, он любит все красненькое. Правда, тут ничего красненького. Ладно, баш немножко красненький. Остальное не красное. Ладно, криты еще чуть-чуть красненькие.
Уснул за попку. Нормально, да? То есть тут написано, что усиление не работает. Зато если нажимаешь Alt, показывает, как будто есть усиление. Для нормальных людей, для обычных, которые понимают, в принципе, да. Так и написали. Не работает. Ну, либо наоборот, для тупых. И логично, что такие способности не должны усиливаться. Просто потому что категория урона атака. Охренительная драка, просто гениальная. Это было гениально. Нужен ли мне фликер? Ладно, по идее нет. Нет смысла. Че, взять стальнуху какую-нибудь, например? Не знаю, правда, зачем? Чтобы было, да? По фану. Это было легко. Мой вардик еще стоит. Еще будет долго стоять. Нормально, еще 200 секунд. Да уж, Сларк, конечно, вообще не понимает. У тебя рейтинг 200. Задрот какой-то. Свирепость гонец. А толку от него никакого. Тут, конечно, можно поменять свою пилу бесполезную. Баджужа все-таки может пригодиться для отката. Хотя бы для отката. А вот пила бесполезна. Вообще. Хороший урон. 1000 есть. 42 плюс 20 брони. Неплохо. Блин, вот эти баши, конечно. Неприятная штука. Опа, Энрейдж. У меня даже аганима нет. Рейдж, Энрейдж, Баджужа. Помню, когда-то это было имбой. Кастом Хирочева заходишь, находишь Баджужу, находишь Энрейдж, Рейдж и героя, у которого перезарядка. Плюс-минус 30% перезарядка способностей. И все, оно бесконечное. Ты бессмертный. Как и предсказывала призрачная мгла.
Ровно 3 удара. Я тебе показала 5. Странно, вроде же было 3 удара. А, возможно, ганслингер сработал. Ну да, получается, я ударил 3, сработал ганслингер, еще и плюс 2 удара. Быстренько. Не, ну брошка имба, конечно. Он самое главное взял импетус и еще и Искади взял. Прикольно. Блин, 40 волна, 10 человек. Сларку, скорее всего, наверное, точно кранты. Пусть. Пивной Сларк. Народ, кто там еще лайк не поставил? Вылепите лайк. Не спим ради вас. Поставьте хотя бы лайк. Верю. Верю в ульту Муэрты. Хороший урон. Кстати, в предыдущей игре было по золоту прям нереально вообще, жесть какая-то. Давно таких ставок у меня не было, хотя тут тоже неплохо по ставкам вроде. Мама родная. Жесть. Баш имба. Подожди, у него даже целестиал нет, а он бьет больно. Нормально. Хорош. Это было типа фига себе, да, или как это объяснить? Больно, однако. Ну тут получается, что он еще и башит. Плюс Бладрейдж, чистый дэмэдж. Бьет достойно. Опа, мультикасты. Нормально. Стальнуха. Стальнуха стакается достойно, когда ты отхиливаешься на таймволке. А чё он, не пойму, а чё он... Хотя, ладно. Ему нечем законтрить контроль. Godlike.
Главное, держит мультикаст на 48 волне. Зачем? Ой-ой-ой, да. Всегда прекрасно видеть, когда человек умирает от обратки. Зачем БКБшка? Зачем подсейвы? Идеальный билд. 4 дуэли выиграл, 5 проиграл, зато винера взял. Непонятно зачем. Как же он башит. Что в предыдущей игре башил чел, что сейчас. Как будто новая мета какая-то. А с какого перепуга, я не пойму, они в рейдж башат. Алло. Это где такое вообще видано? За бред. Ладно. О, битва титанов. Как ты предсказывала, призрачная мгла. Ну, типа битва титанов. На самом деле нет. На самом деле, типа, ой, легкая. Ой, прости. Здорово. Здорово, коль не шутишь. Подожди, в предыдущей игре у нас было 47 или больше, по-моему. 47 точно было. Но было ли 50, не помню. Сейчас 34. Ну там была, по-моему, 60 какая-то волна. Сейчас 53 всего лишь. 35. Что-то сегодня прям идут ставки, не пойму почему. По-моему, это даже как-то странно. Что-то легко как-то. Да, потому что у меня... А, нет. Хотя ладно, он и так ко мне подошел. Нарвался на Bloodthorn. Потому что у чувака ник Героин. О, вот это вот, кстати, битва титанов, походу, да? Не знаю, я хочу Баджужу оставить. А, что я найду? Бору. Не знаю, я в силу качаю себе, мне нормально вообще классно. Баджужа откатит мой рейдж, Баджужа откатит предметы, которые мне, по сути, на дуэли необходимы. Баджужа хорошая тема. Конечно, она как бы много не дает на крипах, она по сути вообще ничего не дает. Я могу с уверенностью сказать, что если я могу выиграть дуэль и без нее, тогда я могу убирать спокойно. Пока оставлю.
Тут Дейдалус нужен на крипов. Не, ну да, бывает, что дуэли долго не длятся, но... Есть же билд терпила называется. Опа. Понял. Блин, а почему книжки на интеллект падают? А сила где? Алло. Лол. Силы нет. Сила отсутствует. Бред. Вот это там криты. Нормально. Тут у меня много золота было, поэтому я всю игру, можно сказать, практически всю игру качал силу. У меня слишком много силы. Я просто 639 силы скушал, у меня почти 1000 регена. 23 тысячи хп. Такую тушку тяжело пробить. 5000 плюс урона. Но вот опять битва титанов. Могу точно сказать, что это битва титанов. Мне интересно, зачем Баунти Хантер нажал в Omni Slash и Borrow. Я знаю, что выиграл. Нет. Может быть. Далеко не факт, кстати. Не, билд хороший, билд сильный. Есть защита, есть подсейв, есть дохрена дэмэджа, дальность атаки, которая тоже неплохо решает. Все, он мне слэш меняет. Бабах. Не, ну он, конечно, тоже бьет больно. У него с руки до хрена урона. Хоть у меня намного больше, конечно, но глайвы бьют больно. Плюс у него Борроу и Шодориан, конечно, тоже неприятно. Купи шард зачем? Купил. Для чего? А, что буду, а будущее, а что? В будущем светит, что мне нужен шард? Или за что-то? Не думаю. У меня когда броня увеличивается, видно, что он... Ему тяжело меня пробить. У него основной дэмэдж глайвы. Глайвы бьют больнее. Да, прям вдруг. Говорится, друг познается вдруг.
Тут, можно сказать, ему бесполезно со мной драться. Я держу как раз против него бажужу. Да, крипы, конечно, бьют больно, это логично. Неприятно бьют. Но зато у меня есть стальнуха, которая дает мне под регеном неплохо брони. Не хотят сдаваться. Настырные. Даже у этого 200. А в топ-50 сколько? 2300. Фига себе задроты. Жестко. Опа, что-то меняет. Против крипов пошел. Первый ход, ветеран войны, я понял. И проиграл. А, он как раз из этого и проиграл. Здесь, по идее, можно сказать, что бажужа уже сильно не нужна против него, по идее. Бьют, сатаник нужен. Сплитшот, ганслингер, фервар с шардом, тролля. Блэк Кэннон можно. Не знаю, как можно, играя в Clash, не встретить меня. Ну, может тебе не повезло, может ты не знал, кто я. Может я тебе попадался. Может, я на самом деле тебе его даст, а ты просто не знаешь, кто я, поэтому. Маловато, я знаю. Что-то он как-то отхиливается так прям сильно. За счет фиста, я понял. Фист знатная штука. Да, у мастера потенциала в лейт маловато, да, согласен. Но я же говорю, что для мастера лучше всего, когда у тебя статов много. Как я сейчас силы сажал, 800, у меня дофига. Тем более я универсальный герой, у меня урон более-менее неплохой, 5,0. Плюс за счет силы у меня урона много. Не, ну сейчас Джага через эту херню слабый. Раньше был намного сильнее.
Раньше, конечно, Магус плюсом не слэш, это была имба. Да, это можно было законтрить, но это было намного сильнее, чем сейчас. Потом это пофиксили, потому что сейчас Магус нам не слэш работает только один раз на одну цель. За счет этого, конечно, не очень. ГГ. Какого хрена у него откатился? Жесть какая-то. Чего у него так быстро откатывается, не пойму. За счет этого я понял. Битва титанов, ё-моё. У него билд хороший, конечно. Я бы даже сказал, жесткий. Спасибо за игру. КХП. Borrow Time. Вот смотри, написано Клифф, да? Почему на него не работает Master of Wells? Потому что категория урона заклинания. Везде, где категория урона заклинания, не работает Master of Wells. Не работает. Вот как здесь написано, категория урона атака, атака. Это все работает. Тут заклинание. Сори, увы, не работает. Че, блюр хорошая тема. У меня 300 плюс. 100 плюс 300 брони, нормально. Тут тоже категория урона заклинания, поэтому работать не будет, к сожалению. Кстати, это будет работать с Master of Wells. Пираса. Ну, она как бы добавит мне немножко урона, но смысла мало. Вот, Anti Smash, да, небольшой смысл имеет, но тоже работает с мастером. Но смысла мало, потому что нужно нажимать, и оно имеет анимации, короче, неприятно. Фигня полная. БФ не работает. У меня же Master of Wells. Прорубающий урон отключен.
Попробуем? Что попробуем? А, ну если был бы на тайде, да, это имба. Как раз на тайде это и смотрится хорошо. Бьют! Больно бьют. Так это всего лишь 87-я. 497 брони было. А, что она будет работать? Она будет резать урон и все. Смысла немного. Ауч. Настакали экспоуз. Я прошел. Ура. Вот тебе атрофия аура. Вот она висит и режет им урон. Все. Немного смысла. Да, они, конечно, на 6000 меньше бьют, но это мало. Все равно экспоуз убивает. У меня очень мало сплэша, поэтому я долго бью. Нужна этот... сплитшот искать. Скорость атаки, к сожалению, максимальная. Увы. Сколько МР? 2000. Пока 2000. В предыдущем сезоне было 4400. Неплохо он так 2000 мне сделал. Пол лица нет. А не убьешь. А не убьешь. Опять клифф падает. Дайте сплитшоты. Опять дальность атаки. Можно проверить фантазм, как оно будет работать. Да, иллюзии умирают быстро. Да и дамажат неплохо. 27 тысяч урона, прикольно. А, иллюзии убили вообще за секунду. Все, конечно. А зачем мне рейтинговый режим? Конечная. Фух, ура.